История первой встречи богини Парвати с Шивой весьма любопытна. Она гласит, что однажды некий йог, который был никем иным, как самим Господом Шивой, отправился в Гималаи со своими спутниками для аскезы. Это были владения Химавана, отца Парвати. Узнав об этом, Химаван поспешил поприветствовать гостя и выразил желание служить ему. Шива был доволен и ответил так: «Я пришел на эту гору для совершения аскезы, и есть лишь одна услуга, которую вы можете мне оказать. И заключается она в том, чтобы в моей медитации не возникло никаких помех и препятствий». Химаван согласился и приказал оставить Махадева в покое. Затем он взял фрукты и цветы и вместе со своей дочерью отправился к Господу. И сказал: «О Господь, моя дочь очень хочет служить Тебе. Пожалуйста, позволь ей и двум ей служанкам помогать Тебе». Шива взглянул на Парвати лишь на мгновение и тут же отвернулся в другую сторону. Богиня Парвати в тот миг была невероятно прекрасна, ведь она пришла на встречу со своим будущим мужем и полюбила его с самого первого взгляда. Но Шива даже не посмотрел на нее толком и, обращаясь к Химавану, сказал, что в будущем, если тот захочет прийти к нему, он должен приходить один, а не со своей дочерью. Он произнес: «Послушайте, я йог, и всегда стремлюсь быть свободным от иллюзий Майи. Что мне делать с такой прекрасной девушкой, как ваша дочь? В женском обществе в уме быстро пробуждается страсть. От этого разрушается отрешенность. А для того, в ком нет отрешенности, аскеза совершенно невозможна». Химаван не знал, что на это ответить, но Парвати не смогла промолчать. Она сказала: «О йог, задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что всякая деятельность происходит в рамках природы? Даже ваша аскеза возможна лишь потому, что вы подвластны природе». Шива ответил: «О богиня, своей аскезой я как раз разрушаю природу. Поистине, я есть Брахман, свободный от качеств природы». Парвати со смехом сказала: «О Боже, если вы находитесь за пределами качеств природы, то почему для того, чтобы говорить?» «Вам пришлось прибегнуть к силе природы?» – спросила она. «Разве ты не знаешь, что я? Твоя сила, а ты – мой Шива. Без меня ты лишен деяний, лишен качеств и всякого могущества. Без меня тебя даже невозможно осознать». Шива рассмеялся над ее словами и ответил: «О Парвати, несомненно, ты глубоко познал описание Санхи, но о Веданте тебе известно совсем немного. Знай же, что я, Шива, есть сам Парабрахман, свободный от иллюзий, пребывающий вне творений природы, постижимый лишь через самопознание. И хотя ты и есть сама природа, но ты не имеешь надо мной никакой власти». Парвати ответила ему с прекрасной нежной улыбкой: «Если то, что ты говоришь, правда, и ты действительно выше всей природы, тогда зачем же тебе, Господь, понадобилось предаваться суровой аскезе? Если ты вне иллюзии и я не властна над тобой, то почему ты боишься моего присутствия, Шива? Неужели ты страшишься того, что я смогу тебя подчинить?» Махадев замолчал, а затем с улыбкой сказал: «Очень хорошо, Парвати. Пусть будет так. Ты можешь служить мне так, как сама того пожелаешь». Мать Парвати с радостью вернулась домой вместе со своим отцом, и после этого она каждый день вместе со своими служанками была полностью погружена в преданное служение Господу. Она всегда поклонялась Ему. Иногда она пела для Него, а иногда танцевала. Так прошло много долгих лет. Шива всегда оставался погруженным в глубокую медитацию и совсем не обращал внимания на мать Парвати. То есть он замечал ее, но никогда не показывал этого открыто. И вот когда прошло уже много дней, он подумал, что Парвати служит ему с полной преданностью и с великим чувством любви, но в ее душе все еще остаются некоторые следы гордыни. И их можно искоренить только тогда, когда она сама совершит аскезу.
Лишь тогда я смогу принять ее полностью. Подумав об этом, Шива снова погрузился в самадхи. Он даже не смотрел в сторону Парвати. Совсем не глядел на нее. Но даже тогда она продолжала служить ему со спокойным сердцем. Видя Махадева таким, мать Парвати в конце концов решила обратиться за помощью к Камадеве. Но эту историю мы оставим на какой-нибудь другой раз. Знаешь, без бескорыстной любви невозможно познать истинного Бога. И как же выразить эту любовь? Через служение, без всякого признания, или ждать плодов, трудясь и служа родителям, людям, животным и птицам, всему этому миру. Ведь на самом деле каждое существо является частью Шивы, а служение живому – это служение Шиве. Да, пусть этого служения недостаточно для конца эго. Малая часть эго все же остается, но бескорыстная любовь к Богу и служение существам полностью очищают наше сознание. И когда сознание чисто, Шива, сидящий в храме ума, становится видимым. Но да, чтобы обрести его, даже малейшего пятнышка эго не должно оставаться. Ведь эго – это тот слой, что отделяет вас от него, и лишь медитация, а также аскеза могут положить этому конец через самадхи.